Добрый день! Сегодня мы начнем рассматривать такую большую тему, как электрическая емкость и конденсаторы. Первая тема, которую мы рассмотрим, это электрическая емкость. На рисунке 8.1а показана плотная металлическая сфера, заряженная отрицательно. Для простоты нарисованы только дополнительно внесенные электроны. Благодаря взаимному отталкиванию электронов они располагаются равномерно по поверхности сферы, а внутри сфера остается нейтральной. Если этим же зарядом, этим же количеством электронов наэлектризовать другую металлическую сферу большего размера, то электроны расположатся опять на ее поверхности, но дальше друг от друга. Рисунок 8.1b. В таком случае говорят, что электрическая емкость второй сферы больше. И действительно, для того, чтобы получить ту же самую плотность частиц, надо добавить к сфере еще электронов. Теперь ясно, что металлические тела больших размеров имеют большую электрическую емкость. Однако емкость любой системы можно увеличить не только за счет увеличения ее размеров, но и другими способами. Это показано на рисунке 8.1в, где два одинаковых металлических тела, заряженных разноименными зарядами, помещены близко друг к другу. Благодаря взаимному притяжению заряды располагаются более густо на обращенных друг к другу сторонах тел. Так освобождается место для введения дополнительных внешних зарядов, то есть увеличивается емкость. Эта особенность используется в различных видах конденсаторов. Можно еще добавить, что любое заряженное тело является носителем определенной энергии. Эта энергия введена внешней причиной, которая зарядила тело. Аналогичный случай представляет собой надутая автомобильная шина. Она – носитель энергии, переданной тем, кто надул эту шину. А сейчас мы рассмотрим общие сведения о конденсаторах. Простейший конденсатор – это система, состоящая из двух электродов в форме пластин, разделенных диэлектриком, как показано на рисунке вверху слева. Диэлектрик может быть как воздушный, так и твердый. В качестве твердого диэлектрика используется керамика, слюда, бумага, фторопласт, полистирол и так далее. А на рисунке справа вверху обозначение конденсатора на электрической принципиальной схеме. Главным свойством конденсатора является то, что на его обкладках, электродах, могут накапливаться равные по величине и противоположные по знаку электрические заряды. Другим важным свойством конденсатора является его способность пропускать переменный ток и не пропускать постоянным. На рисунке внизу слева схематично показан незаряженный конденсатор, металлические обкладки которого электрически нейтральны, потому что число положительных и отрицательных частиц на каждом электроде одинаково, и они взаимно нейтрализуются. В заряженном конденсаторе, как показано на рисунке внизу справа, положительному электроду обкладки недостает свободных электронов, а отрицательный имеет избыток электронов. В этом случае между обкладками заряженного конденсатора существует определенное напряжение, а в диэлектрике возникает электрическое поле. Напряжение между обкладками, которое возникает при зарядке конденсатора, зависит как от количества электричества, так и от емкости конденсатора. Если два конденсатора различной емкости зарядить одним и тем же количеством электричества, то напряжение на меньшем конденсаторе будет выше напряжения на большем. Подобный случай представляет два различных по величине сосуда, в которые налито одинаковое количество воды. Очевидно, уровень воды в меньшем сосуде будет выше уровня, чем в большом сосуде.
что и показано на рисунке. Единица измерения электрической емкости называется фарада в честь английского физика Майкла Фарадея. Конденсатор имеет емкость 1 фараду, если при зарядке его 1 кулоном электричества получаем между обкладками напряжение 1 вольт. Следовательно, можно записать так. 1 фарада равна 1 кулон, деленное на 1 вольт. Поскольку емкость обозначается буквой С, количество электричества Q, а напряжение U, получим такую формулу. С равно Q, деленное на U. Эта формула определяет связь между емкостью конденсатора, количеством электричества, которым заряжен конденсатор, и напряжением, возникающим между его электродами. Значит, емкость конденсатора С прямо пропорциональна количеству электричества Q, которым заряжен конденсатор, и обратно пропорциональна напряжению U, возникающему между его электродами. Конденсатор емкостью 1 фарада имел бы очень большие размеры, поэтому применяемые на практике конденсаторы имеют значительно меньшую емкость, для измерения которой используются единицы микрофарада МКФ, нанофарада НФ и пикофарада ПФ. Эти единицы могут быть представлены в таком виде. 1 микрофарада равна 10 минус 6 степени фарад. 1 нанофарада равна 10 минус 9 степени фарады. 1 пикофарада равна 10 минус 12 степени фарады. Отсюда следует, что 1 микрофарада равна 1000 нанофарад, а 1 нанофарада равна 1000 пикофарад. Рассмотрим пример. Какое напряжение возникает между обкладками конденсатора емкостью 20 микрофарад, если его зарядить зарядом 0,1 кулона. Используя формулу C равно Q, деленное на U, находим U равно Q, деленное на C, равно 10 в минус 3 степени делим на 20 умноженное на 10 в минус 6 степени и получим 10 в 3 степени делим на 20 и равно 50 вольт. Если тем же количеством электричества зарядить конденсатор емкостью 1 пикофарада, то между его обкладками возникнет напряжение 1 миллион вольт. Выше я уже пояснил, что емкость зависит как от размеров конденсатора, так и от условий для взаимного притяжения противоположных по знаку зарядов. С увеличением площади обкладок увеличивается и емкость конденсатора, потому что создаются условия для накопления большего количества зарядов. Однако этот способ увеличения емкости приводит к увеличению размеров самого конденсатора, а это нежелательно. Другим способом увеличения емкости данного конденсатора является уменьшение расстояния между его обкладками. В результате разноименные заряды оказываются ближе друг к другу, электрическое поле между обкладками становится более интенсивным, и силы притяжения между зарядами увеличиваются. Таким образом, на каждой обкладке заряды скапливаются более густо и освобождают место для других зарядов, то есть емкость увеличивается. Но сближать обкладки можно только до определенного предела, после чего значительно увеличивается опасность короткого замыкания или пробоя.